Привет! Сегодня у нас в программе снова десерт. И десерт опять из наших семейных закромов. Рецепт нашей бабушки. Эта выпечка называется кята. Или гата, некоторые говорят. Ну, мы привыкли как-то мягко называть это кята, и так нам привычно. И алды помнят, в фильме «Кавказская пленница» главная героиня Ниночка комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица. угощалась именно кятой под песню «Неплохо очень иметь 3 жены». Ну, очень плохо С другой стороны. Но сегодня не о фильме, сегодня о рецепте. Он достаточно простой, но требует немножко внимания и терпения. И мы надеемся, что после нашего видео у вас на столе будет точно такая кята по рецепту нашей бабушки. У вас обязательно получится, мы уверены. Yes! Поехали. Да. Для теста берем 300 грамм муки, 90 грамм молока, 60 грамм сахарного песка, 5 грамм сухих дрожжей, 8 грамм ванильного сахара, 40 грамм сливочного масла и 1 яйцо. Начинаем с приготовления опары. К теплому молоку добавляем дрожжи, перемешиваем. Из имеющегося у нас общего количества сахара добавляем 1 ложку и 2 ложечки муки. И все еще раз перемешаем. Мешаем до тех пор, пока весь сахар не растворится. Так. Накроем опару пленкой и оставим минут на 15-20, чтобы дрожжи начали работать. А пока соединяем остальные ингредиенты. К размягченному сливочному маслу добавляем сахар, ванильный сахар, соль и все это растираем, чтобы масло и сахарный песок соединились. Добавляем 1 яйцо и еще раз все перемешиваем. Прошло 20 минут, опара у нас поднялась. Посмотрите, друзья, какая она воздушная и пористая. Соединяем ее с размягченным маслом, сахаром и яйцом. И теперь добавляем просеянную муку порциями и перемешиваем. Сперва размешиваем все лопаточкой, а потом будем месить руками. На последнем этапе замеса буквально немного растительного масла по стеночкам миски распределяем, чтобы собралось все в один комок. И теперь помесим тесто на столе примерно минут 5-7. И когда мы месим на столе, нам не нужно даже припылять стол мукой или наливать дополнительно масло. Вот такой колобок, мягкий и гладкий, у нас должен получиться. Смажем емкость небольшим количеством растительного масла. Положим туда наше тесто и закроем полотенчиком. Оставим его минут на 40. Посмотрите, как хорошо поднялось наше тесто. Оно такое мягкое, пушистое. Но нам надо еще его обмять, немножко помесить. Скатать вот в такой шарик и убрать еще на 40 минут. Ну вот, прошло 40 минут, и тесто наше поднялось и уже готово к работе. Помесим его немножко. Скатаем его в такую колбаску. Разделим ее примерно на 2 части. Из каждой части делаем такой колобок. Накроем полотенцем и дадим 10 минут отдохнуть тесту. А пока займемся начинкой.
Нам понадобится 100 грамм муки, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм топленого сливочного масла и 60 грамм сахарного песка. К топленому маслу добавим сахарный песок, ванильный сахар и разотрем. Если у вас нет топленого масла, можно воспользоваться просто сливочным размягченным маслом. Бабушка наша всегда использовала именно топленое масло. Растираем до тех пор, пока сахарный песок полностью не растворится в масле. Теперь порциями будем добавлять просеянную муку и перемешивать. Эту традиционную начинку называют хорис. Перемешиваем до тех пор, пока масса наша, начинка, не станет вот такой рассыпчатой. Можно ее, конечно, собрать в один комок, но также легко этот комок рассыпается на части. Достаем один шарик теста. Вначале мы его вот так вот разминаем от центра к краешкам. И будем раскатывать лепешку толщиной где-то в 1 сантиметр. Нам надо сделать так, чтобы лепешка была круглой формы. Теперь выкладываем на лепешку половину нашей начинки. Начинку не жалейте. Чем больше начинки, тем вкуснее будет наша лепешка. А теперь будем собирать лепешку вот так вокруг начинки, защипляя края. Переворачиваем и руками чуть-чуть еще надавливаем, чтобы распределить начинку по всей кяте. Немножко можем помочь себе скалкой. Наша кята должна быть высотой где-то примерно 1,5 сантиметра. Лепешка готова. Перекладываем ее на противень. Точно так же готовим вторую лепешку. Разминаем сначала в руке, потом начинаем раскатывать скалкой. Как только мы раскатали лепешку нужного нам диаметра и толщины, выкладываем начинку. Точно так же собираем края лепешки вокруг начинки и плотно скрепляем. Разомнем руками и чуть-чуть поработаем скалкой. Вторая заготовка готова. Яичному желтку добавляем чайную ложку молока, размешаем. И этой смесью смажем кяту по всей поверхности. Дадим лепешкам постоять пару минут и нанесем характерный узор. Вилочкой вот так вот, продавливая, делаем такой рисунок. Между этим рисунком делаем небольшие дырочки, чтобы тесто не подымалось. Убираем духовку разогретую до 200 градусов на 15 минут. Ох, какая красота! Переложим кяту на сетку и дадим ей остыть.
что, друзья, Пришло время попробовать. вы даже не представляете, какой аромат стоит на кухне. Жалко, что видео не способно это передать. Казалось бы, никаких пряностей, исключительно мука, сахар и масло. А аромат просто непередаваемый. И посмотрите, какая она пропеченная со всех сторон. Мы, конечно, как Ниночка, вот так вот прямо пробовать не будем. Скромненько. Кусочек просто Кусочек попробуем. Ну как? Начинки достаточно? Начинки предостаточно. Это невероятно вкусно. Очень вкусно. Опять вкус детства. Точно. Ну что, друзья, рецепт, в общем-то, простой. Нам иногда пишут, что не умеют работать с тестом, но на самом деле пугаться этого не надо. Надо просто попробовать. Соблюдайте рецептуру, и у вас тоже все получится. А работа с тестом – это потрясающая тренировка для мелкой моторики, как при работе с пластилином. С 3 лет, как меня бабушка учила, делать колобки и лепить всякие маленькие пирожочки, так у меня вот эта вот любовь к сдобному тесту, к этим катушкам, лепешкам, это уже протянулось на многие десятилетия. Так что пробуйте. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте вопросы. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. И угощайте своих любимых потрясающей вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!